дорогие мои подписчики и гости канала! Хотела сегодня поделиться с вами вот таким вот узором, как его вязать, показать вам. Прям такую вот красотень. Рассмотрите, пожалуйста. Вяжется просто. Раппорт этого узора 2 петли и 8 рядов. Но из 8 рядов 4 ряда это лицевая гладь. В принципе, лицевую гладь возможно сократить до 2 рядов. Не пробовала. Мне кажется, будет слишком. Поэтому 4 ряда вполне подходит к этому рисунку. Ну что ж, начинаем вязать. Сейчас у меня на спицах 22 петли. Раппорт рисунка 8 рядов, 2 петли. Первые 2 ряда будут подготовительные. К раппорту они не относятся. Вяжу 2 ряда лицевой глади. Первый лицевой подготовительный ряд закончен. Переходим ко второму, к изнаночному. Провязываем весь ряд изнаночными петлями. Повторюсь еще раз, он не относится совершенно к раппорту. Провязываем весь ряд изнаночных петель. И вот только теперь мы начинаем первый ряд раппорта рисунка. Снимаем первую кромочную петлю, следующую провязываем изнаночной. Далее следующую петлю мы снимаем с накидом, не провязывая. Далее изнаночная. Следующую не провязывая, снимаем с накидом. Следующая изнаночная. Следующую петлю мы снимаем, сделав накид. Снова изнаночная. Снимаем петлю, сделав предварительно накид. Изнаночная. Снимаем с накидом. 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 Изнаночная. Снимаем, предварительно сделав накид, не провязывая. Кромочная, изнаночная. Теперь второй ряд раппорта мы в изнаночном ряду. У нас сейчас снятая петля с накидом. Мы делаем еще один накид и снимаем, снова не провязывая. Провязываем одну лицевой. Далее у нас снова снятая петля с накидом. Делаем накид еще раз и снова снимаем, не провязывая. Теперь у нас лицевая. Снова снимаем с накидом. Лицевая. Снова снимаем с накидом. Лицевая. Снова снимаем с накидом. Лицевая. Снимаем с накидом. Итого, видите, у нас уже получилось 2 накида и 1 снятая петля. Получается 3 петли сейчас вот мы сняли. Лицевая. Снимаем с еще одним накидом. 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 Лицевая. Второй ряд раппорта окончен. Изнаночная, кромочная. Переходим на лицевую сторону. Теперь у нас третий ряд раппорта. Кромочную мы снимаем. Перед нами изнаночная, провязываем изнаночную. И вот наша 1 снятая и уже 2 накида. Мы снова делаем накид и снова снимаем, не провязывая. Перед нами изнаночная, вяжем изнаночную. Перед нами 1 снятая и 2 накида уже. Их 3, видите? Получается их уже 3. Мы еще раз делаем накид и снова снимаем, не провязывая. Следующая изнаночная.
Снова снимаем с накидом. Еще одним получается уже 4. Видите? 4. Снова у нас изнаночная перед нами. Следующую снимаем с накидом. Изнаночная. Вот эти 3 с левой спицы, предварительно сделав накид, снимаем, не провязывая на правую спицу. Далее изнаночная, снова сделав накид, снимаем. Снова изнаночная, сделав накид, снимаем. Изнаночная, сделав накид, снимаем. Изнаночная, сделав накид, снимаем. Снова перед нами изнаночная. И теперь очень внимательно смотрите, видите, вот она подкручивается, вот оттяните вот так пальцами, чтобы вам было хорошо видно. Сделав накид, снимаем, кромочная изнаночной. Сейчас мы в 4-м изнаночном ряду. Первую кромочную мы снимаем, и перед нами сейчас 4, видите, 4 петли должно быть на спице, на левой. Это одна снятая петля и 3 накида, которые мы сделали в предыдущих рядах постепенно. Мы должны за заднюю стенку, как бы перекрутив их, провязать лицевой. Далее у нас лицевая. Снова 4. Слетела одна. Снова у нас 4 перед нами. Мы их за заднюю стенку провязываем лицевой, все 4, как бы перекрутив. Снова перед нами лицевая. Снова 4. Внимательно. Их 4 сейчас, видите, да? Вот. Вот все эти 4, которые мы образовали до этого, одна снятая и 3 накида, мы провязываем за заднюю стенкой, за заднюю стенку лицевой. Сейчас перед нами лицевая. Снова эту группу провязываем лицевой за заднюю стенку. Снова лицевая. Группу из 4 провязываем лицевой за заднюю стенку. Снова лицевая. Группу из 4 за заднюю стенку провязываем одной лицевой петлей. Снова лицевая. Группа из 4. Вот они могут вот так подкручиваться. Оттягиваем их рукой, чтобы определиться, где у нас именно вот эти 4, не прихватить лишнего. Оттянули, оттянули пальцами. И теперь мы провязываем одной лицевой за заднюю стенку. Снова перед нами лицевая, провязываем ее. Оттягиваем немного пальцами, провязываем лицевой за заднюю стенку. Снова одна лицевая. Снова группа из 4. Провязываем за заднюю стенку лицевой. Лицевая. Еще раз вот так, видите, подтягиваем хорошо. Определимся, что их 4 ровно. Заходим за них. За заднюю стенку провязываем лицевой. Перед нами еще лицевая, кромочная, изнаночная. Теперь мы перешли в лицевой ряд. 5-й. И теперь 4 ряда мы провязываем просто лицевой глади. Видите, вот они вот так сейчас будут расположены. Вот таким образом друг к другу. Все, это все правильно. Просто мы же ее подкручивали. Поэтому вот так они расположены немножечко. Вот. И мы все их провязываем лицевой. В следующих рядах лицевой глади все привычно, как у лицевой глади будет выглядеть. Вопросов у вас возникнуть не должно. Сейчас у нас 6-й ряд, изнаночный. Все провязываем изнаночными петлями. Седьмой ряд,
Последний 8 ряд в изнаночном ряду. Мы продолжаем вязать лицевую гладь. Теперь у нас изнаночные петли. Кромочный, изнаночный. Раппорт рисунка окончен. 8 рядов мы провязали. Вот так вот выглядит рисунок. И далее мы начинаем вязать с первого ряда. Покажу очень быстро на этот раз. Кромочную снимаем. Первая изнаночная. Далее снимаем с накидом, не провязывая. Следующая изнаночная. Снимаем с накидом, не провязывая. Изнаночная. Снимаем с накидом, не провязывая. Изнаночная. Снимаем, не провязывая, с накидом. Второй ряд раппорта. Кромочную снимаем. Перед нами сейчас снятая петля с накидом. Делаем еще один накид и снова снимаем, не провязывая. Следующая лицевая. Снова делаем накид. Опять снимаем, не провязывая. Теперь у нас уже образуется 3. Лицевая. Снова делаем накид. Снимаем петлю и накид, не провязывая. Лицевая. Сделав накид, снимаем предыдущую снятую и накид. Лицевая. Кромочный, изнаночный. Снимаем кромочную. И теперь продолжаем. Сейчас мы в лицевом, в третьем ряду раппорта. Изнаночную провязываем. Теперь у нас образована 1 снятая и 2 накида. Мы делаем еще один накид, простите, от себя. Снимаем их, снова не провязывая. Снова изнаночная у нас. Просто провязали. Вот эти 3 образованных на левой петле сейчас. Делаем еще один накид и снимаем их, снова не провязывая. Изнаночная. Накид снимаем, не провязывая. Изнаночная. Накид снимаем, не провязывая. Изнаночная. Так, накид сняли не провязанными. Изнаночная. Накид сняли не провязанными. Изнаночная. Накид сняли, не провязывая. Изнаночная. Накид сняли, не провязывая. Изнаночная. Накид сняли, не провязывая. Изнаночная. Накид сняли. Снова, видите, они подтягиваются. Оттяните их хорошенько, чтобы увидеть. Сделали накид. Вот он, накид у нас здесь. Сняли, не провязывая. Кромочный, изнаночный. Сейчас мы в 4 ряду. Вот здесь вот аккуратненько определитесь точно, где у вас кромочная. У меня очень тонкая пряжа, поэтому у меня может быть так, у вас может быть проблемы не будет. Сняли кромочную. Теперь определяемся. У нас должно быть 4. Видите, вот все 4 мы сейчас должны за заднюю стенку, отделив
петли друг от друга. За заднюю стенку провязать лицевой. Далее у нас одиночная лицевая. Всю группу из 4 мы должны провязать за заднюю стенку одной лицевой. Далее одиночная лицевая, провязываем. Каждую группу за заднюю стенку будем провязывать лицевой. Их должно быть 4 в 4-м ряду. Видите, подкручиваются они. Оттягиваем пальцем, чтобы делить 4. Провязали за заднюю стенку. Снова, видите, хорошенечко вот так вот оттягивайте, чтобы определиться, где у вас именно те самые 4. Вот они. 4 у меня. Вот их я провязываю за заднюю стенку. Лицевой. Что-то лишнее прихватила. Одна лицевая, кромочная. И теперь 4 ряда вы провязываете снова лицевой глади. Помните, что в первом лицевом будут они немножко выглядеть интересно, но все друг за другом их провязываете лицевой. Теперь провяжите 3 ряда еще лицевой глади. Итого у нас будет 8 рядов. Провязала я еще 3 ряда лицевой глади. Закончила раппорт 8 рядов. Вот такая вот красота получается. Я считаю, что красивенько так все прям выглядит. Вот. Если вам понравилось это видео, показалось полезным, вам понравился рисунок, мои объяснения, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Канал Вяжем вместе. Вяжите с удовольствием. Всего доброго, Марина.